какая же разница между этими глаголами и почему эти глаголы есть в русском языке. Вы это делаете постоянно, часто. Всю эту грамматическую тему вместе мы никогда не изучаем. Ну и это такое самое общее слово. Привет, меня зовут Марина, вы на канале Russian Language Club, на канале о русском языке. Я преподаватель, преподаю русский язык иностранцам, и на этом канале я рассказываю сложные, интересные, не всегда понятные моменты русского языка. И это видео будет о глаголах движения. Verbs of motion. Это будет общее видео про глаголы движения. Я расскажу, когда, как нужно их использовать и какие глаголы движения есть в русском языке. Итак, глаголы движения – это специальная группа слов в русской грамматике. Если вы спросите русского, что такое глаголы движения, он наверняка вам скажет: ничего не знаю, нет никаких специальных глаголов движения. Но в грамматике для иностранцев есть такая группа слов. И обычно это даже не одна группа, а две группы. Группа идти и группа ходить. Или группа глаголов, которые показывают движение без объектов, и группа глаголов движения с объектами. Давайте посмотрим на примерах. Например, группа глаголов идти – это глаголы, которые показывают одно направление движения. Или в одну сторону, или в другую сторону. Или туда, или обратно. Это такие глаголы, как идти, ехать, лететь, плыть, бежать или нести, везти. А есть вторая группа глаголов, глаголы разнонаправленного движения, туда и обратно или вообще в хаотичном направлении. Это глаголы ходить, ездить, летать, плавать, бегать, носить, возить и водить. Также мы можем разделить на глаголы, как я уже говорила, глаголы без объекта – это идти, ходить, ехать, ездить, лететь, летать, плыть, плавать, бежать, бегать. И глаголы, которые с объектом – нести, носить, везти, возить, везти, водить. И это даже не все глаголы. Это такие основные глаголы. Есть более трудные глаголы: тащить, таскать, ползти, ползать, брести, бродить, лезть, лазить, катить, катать, гонять, гнать. Это уже более сложные глаголы. Их обычно изучают на продвинутом уровне от B2 и выше. В этом видео мы остановимся на основных базовых глаголах движения. Важно, глаголы движения я рекомендую учить сразу в паре. Идти, ходить, ехать, ездить, лететь, летать, плыть, плавать, нести, носить, бежать, бегать, вести, водить, везти, возить. В паре лучше и легче понять, когда какой глагол лучше использовать. Например, идти, ходить – это движение только пешком. Ну и это такое самое общее слово. Ехать, ездить – это движение на транспорте. Да, получается, что для русского человека, для русского языка, русской культуры очень важно показать, какое движение вы конкретно совершаете пешком, на транспорте или на каком-то определенном транспорте. Например, как лететь, летать – это только по воздуху. Плыть, плавать – это только по воде. Бежать, бегать – это очень быстро идти. Нести, носить – это когда вы что-то носите на себе, в руках, на голове, в общем, на себе. Везти, возить – это вы носите с использованием транспорта, это носить на транспорте. А везти, водить, когда что-то двигается рядом вместе с вами.
Это специальные группы глаголов, как я уже говорила, и эти глаголы очень важно понимать, знать и правильно употреблять. Что еще важно про глаголы движения? Обычно к глаголам и движения мы задаем вопрос «куда?». Куда идти, куда ходить, куда ездить, куда бежать, куда нести и так далее. То есть куда – это у нас винительный падеж accusative case. Или к кому. Это тоже направление движения, direction, и вы обязательно двигаетесь к объекту. У меня есть специальный курс по глаголам движения. Это глаголы движения простые, без приставок. Это как раз все глаголы, которые я уже называла. И глаголы движения с приставками. О них я очень подробно говорю в видео, там много заданий, много информации нужной, даже есть такая специальная тетрадка, которую вы получите по окончанию курса. Я еще буду дополнять этот курс видео, чтобы в видео объяснениях более детально, более подробно показать, какая же разница между этими глаголами и почему эти глаголы движения есть в русском языке. Давайте еще раз посмотрим на группу идти и группу ходить. Группа идти – это движение в одном направлении, то есть или идти в магазин, или идти из магазина. Если вы хотите показать, что вы идете и в магазин, и идете из магазина, то тогда это будет глагол ходить. Ходить в магазин туда и обратно. Глаголы группы идти и глаголы группы ходить могут употребляться и в настоящем времени я иду, я хожу, и в прошедшем времени я шел, я ходил. Кстати, важно, когда мы говорим в прошедшем времени группа ходить, синонимично, что вы там были. Я ходила в театр, я была в театре, и теперь я не в театре, я вернулась домой. Когда вы говорите я шел или я шла в театр, то обычно вот этот вот момент в прошлом, когда вы двигались только в одном направлении, мы останавливаем с помощью другого глагола или другой ситуации. Мы можем сказать «я шел в театр, когда шел дождь». То есть именно в этот момент, когда вы двигались в одном направлении, в это время на улице шел дождь. Я ехала на дачу и говорила по телефону. Я могу выполнять несколько действий. С помощью глагола «говорила» я выделяю момент в прошлом, когда я двигалась в одном направлении. И глаголы группы идти и глаголы группы ходить могут употребляться в будущем времени. Важно, что глаголы группы идти и глаголы группы ходить – это глаголы несовершенного вида, поэтому в будущем времени у них будет сложная форма, то есть я буду идти, я буду ходить. И очень часто группы глаголов идти в будущем времени мы тоже будем останавливать, делать акцент на этом моменте с помощью другого действия. И еще глаголы группы ходить просто показывают еще возможность движения. Ребенок научился ходить, да, то есть он уже умеет ходить, двигаться в разных направлениях. Это глаголы группы ходить. И еще один важный момент. Глаголы группы ходить всегда употребляются словами «я люблю», «мне нравится» или даже «я ненавижу». То есть вы это делаете постоянно, часто. Один нюанс про будущее время. Обычно у глаголов группы идти есть форма будущего времени «я буду идти», но чаще всего мы заменяем форму «буду идти» на форму «пойду», то есть это глагол «идти» с префиксом «по». Я пойду куда-то в будущем. Чаще всего будущее время мы показываем с помощью префикса «по» и глаголом группы «идти». Теперь давайте еще раз повторим все глаголы движения. Идти – ходить, ехать – ездить, лететь – летать, плыть – плавать, бежать – бегать, нести – носить, везти – возить, вести – водить.
Важный момент, почему я рекомендую свой курс «Глаголы движения», что у всех глаголов движения есть дополнительные переносные значения. Как я уже сказала, да, дождь идет, время идет. И то же самое мы можем говорить и с другими глаголами. У других глаголов тоже есть дополнительные переносные значения. Поэтому сразу всю эту грамматическую тему вместе мы никогда не изучаем. Мы изучаем ее постепенно. И поэтому это видео — это только основная часть по глаголам движения. Я обязательно запишу еще видео, расскажу про префикс «по» и про другие префиксы. А пока все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Приходите ко мне на курс «Глаголы движения» Verbs of Motion. И давайте общаться в социальных сетях. Пока-пока. До скорой встречи.